ВАЗ-2109, передний привод. На ее примере мы сейчас посмотрим, что бывает со шрусами, каким образом они выходят из строя, почему они хрустят и как их заменить. Значит, будем менять шрус. Хрустит именно он. В народе его называют гранатой. Причина замены. Если внимательно посмотреть на кожух шруса, то можно обнаружить, что он порван. Естественно, порванный шрус, точнее не шрус, а его кожух, значительно снижает ресурс шруса. Так бы он еще ходил очень много. У такой детали достаточно большой ресурс. Но, к сожалению, был порван кожух, вовремя не был заменен. И, естественно, попала пыль, песок, и шрус вышел из строя. Поэтому нужно иногда хотя бы посматривать на состояние кожуха. И если вдруг он хоть чуть-чуть порвался, то сразу же его заменить. Тем самым можно сэкономить на ремонте. Ну что, приступим к ремонту. Поехали. План действий, который нас ожидает. Во-первых, нужно открутить гайку, которая находится внутри ступицы на штоке тяги. Если же здесь накернено, то нужно раскернить обратно чем-нибудь, отверткой или каким-либо другим инструментом. И затем открутить ее. Потом открутить шаровую опору. Если нет съемника, можно открутить два болтика, которые ее крепят. И затем отодвинуть стойку вместе с тормозными колодками совсем. Двигаем ее, вытаскиваем шрус вместе с тягой, затем сбиваем наружный шрус. В общем, такой примерно план. Все остальное увидите далее. Так как болты у нас находятся в перевернутом состоянии, значит крутим по часовой стрелке. По часовой стрелке мы сейчас откручиваем, а закручивать против часовой. То есть сейчас мы откручиваем. Итак, ступичную гайку открутили, шаровую опору открутили. Значит, если стоит вопрос, откручивать ли рулевую тягу, не нужно. То есть рулевой наконечник. Теперь просто держим тягу, чтобы не вытащить внутренний шрус. И натягиваем на себя всю эту приблуду. Вот что получаем. Вот и наш шрус наружу. Вот можно посмотреть, насколько он рваный. Тут, конечно, наверное, плохое освещение, но позже покажу, что стало с этим пыльником. Называю его кожухом, на самом деле еще называют его пыльником. В общем, без разницы, это не имеет значения. Сейчас покажу, что делать дальше. Вот так выглядит изношенный пыльник. Шрус теперь разобран. Следующее, что нужно сделать. В принципе, нужен помощник, который будет держать данную тягу, чтобы не выбить внутренний шрус. Иначе будут проблемы, рассыпется подшипник. Нам это не нужно. Хорошенечко держит помощник тягу, а этот шрус потихонечку сбиваем молотком или чем-либо еще. Вот такая вот инструкция. Если внимательно прислушаться, я не знаю, слышно ли через камеру, то в подшипнике очень много песка. Это и является причиной его выхода из строя. В общем, если не получается сбить наружный шрус, придется доставать весь привод. Вот здесь вот подставляем отверточку, бьем молотком, достаем весь привод. Кстати говоря, потечет масло. Где-то 1/3 коробки нужно будет слить. Я, допустим, сливать не хочу, поэтому я заткну каким-нибудь предметом, возможно, тряпочкой, быстренько собью наружный шрус и вставлю привод на место. Значит, еще раз снимаем полностью. Вот отсюда. Вставляем какой-нибудь инструмент, выдергиваем и быстренько сбиваем уже на улице в свободном режиме наружный шрус. Итак, удалось снять шрус, выбить его точнее. В принципе, весь привод доставать не пришлось. Удалось сбить
наружный шрус с помощью молотка. Итак, вот сам шкив от тяги. Здесь стоит ограничитель, который не позволит вам установить новый шрус дальше, чем положено. Вот стопорное кольцо, которое, в принципе, и мешало нормально сбить шрус. Его, в принципе, можно заменить, можно оставить, в зависимости от состояния. Ну и вот новый шрус Pinox. Он дешевле, чем стандартный ладовский. Что в него входит в комплект? Пыльник, кожух, набор хомутов, а также стопорное кольцо, смазка Pinox шрусовая, ну и сам шрус. В принципе, какой он по качеству, сложно сказать. Будем проверять, смотреть, сколько отходит. В принципе, если не промахать момент с пыльником, если он не будет порван, то срок жизни шрусов вообще очень долгий, достаточно. Также надо обратить внимание, чтобы сюда не попала пыль. Очень аккуратным быть. Сразу же здесь идет ступичная гайка, если вдруг вышла из строя старая. Ну и в принципе весь комплект. Первым делом нужно натянуть кожух новый. Если хотите, называйте пыльником, без разницы. Натрамбовать сюда смазки. И пока что все. Сейчас продолжим. Также можно немножечко смазать внутри, чтобы легче его было ставить. Как я сказал уже, также пыльник натрамбовать смазки, чтобы было побольше. Исключить попадание пыли. Ну и затем можно ставить на место. Не забыть поставить стопорное кольцо. Итак, хочу подметить, что весь тюбик должен уйти на один шрус. Не нужно ничего оставлять, не нужно экономить. Здесь смазка набита, мы уже об этом говорили. Также набита смазка в кожух. Установлено стопорное кольцо. Во-первых, сразу хочу предупредить о стопорном кольце. Не все так просто. Забить шрус на стопорное кольцо и не повредить его тоже является сложностью. Так я помял стопорное кольцо, даже 2 штуки, пришлось докупать еще. Пока не забил нормально. Потому что оно при забивании бывает не садится в паз, а выгинается. И это проблема. Так что вы будете иметь в виду. Пока хомутами ничего не затянуто, дальнейшее действие это набить шрус на его посадочное место. После чего затянем хомутами и в принципе работа будет выполнена. Нужно будет все собрать в обратной последовательности. Хорошенечко затянуть гайку, закернить ее, но это все позже. Итак, осталось теперь только затянуть кожух хомутами. Хомуты я взял обычные пластиковые, потому что нет у меня хомутателя и делать его из чего-либо неохота. Поэтому просто затягиваем пластиковыми. Но это еще не все. Что следует сделать еще, пока что мы под машиной? Во-первых, проверить состояние пыльников. Если на них есть трещины, в принципе, их стоит уже заменить. А если они порваны, тем более. Таким образом, с другой стороны колеса я обнаружил, что пыльник тоже порван. В общем, как говорил выше, собираем все в обратной последовательности. Также я накернил гайку ступичную, чтобы она не откручивалась во время езды. Что еще хочу дать совет один. Вот я говорил, что долго мучился со стопорным кольцом и не мог набить на место шрус. В принципе, у вас может возникнуть мысль забить и не ставить это стопорное кольцо. Сразу говорю, этого делать не стоит. Потому что при езде, при любом хорошем повороте руля, у вас просто выскочит тяга. И, естественно, будут проблемы. Так как на ходу она еще будет крутиться, естественно, разобьет все здесь. Так что стопорное кольцо ставить обязательно. Сожмите его хорошо, если он не одевается. Как делают люди еще? Если вдруг захрустел шрус с одной стороны, когда вы сдаете назад, вы знаете, что шрус не хрустит на этой же стороне, значит он хрустит в одну сторону. Что с этим можно сделать? Можно просто шрусы поменять местами с левым и с правым, и в принципе при езде вперед хрустеть у вас не будет ни один из них. Так делают еще люди. Но естественно, когда будете сдавать назад, то хрустеть он будет.